Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я сделаю для вас расклад на маленьких колодах, его мысли и чувства к вам сегодня. Выбирайте колоду, либо смотрите все видео. В этой колоде Ленорман находится 4 сигнификатора. Я загадаю молодых, тех, которые молодую женщину это вас, и молодого мужчину это вашего загаданного человека. Ну, давайте я начну с колоды Ленорман и спросим у карт его мысли и чувства к вам сегодня. Нужна мне предиагностика, нужна мне, да. Так, это не вы, это какая-то другая женщина, мы ее рассматривать не будем пока, если она только не выйдет в самом раскладе. Расклад не на все карты будет, поэтому может выйти она, может нет. Может быть, вы думаете о начальнике своем или разговоре с ним, может быть, о своем мужчине также, да. Хотели бы страсти со своим любимым мужчиной. То есть у вас сейчас такие вот мысли, в принципе, неплохие, на уровне того, поговорить вы с кем-то, да, вот такого плана. С любимым мужчиной, с начальником, может быть, свое дело хотите. А мужчина тоже хочет поговорить. Вот что интересно, он смотрит в сторону любви. Но вот эта карта Луны показывает также на родственников. Может быть, он хочет поговорить со своими родственниками по поводу любви, но может поговорить или прояснить какую-то ситуацию именно с вами, касающуюся любви. Ну, давайте посмотрим дальше. Так. Очень люблю карты Ленорман. Вообще люблю карты любые, но Ленорман мне очень близки вот по сравнению со всеми другими, да. Так, ну давайте его мысли и чувства к вам сегодня посмотрим, что он нам расскажет. Карта отношений, конечно, да. Ну, может, и застоя, мы посмотрим. Здесь могут быть непростые и сложные отношения, и с родственниками могут быть, да. Могут быть то, что ваш мужчина сейчас хочет увидеть, ну, как бы открыть что-то, то, что было скрыто, может быть, в плане денег. Здесь, видите, информация или деньги связаны с каким-то еще другим мужчиной, может быть, являющимся его родственником. И сейчас у него вот такой вот момент, что ему нужно о чем-то, да, это ребенок его может быть вполне. Ему хочется что-то выяснить или прояснить в отношениях со своим родственником или ребенком. Это может быть и финансовые вопросы, и какая-то информация, может быть, касающаяся наследства, да. Здесь вот всякое может быть. Почему я говорю о том, что я вижу? Потому что, возможно, это вам пригодится. А по поводу вас мы, конечно, посмотрим попозже. Здесь есть вот даже в разговорах или получении какой-то информации у вашего мужчины препятствия, да? Есть какие-то сложности есть.
Опять вышел вот этот медведь. Медведь может являться начальником, может являться, ну, как бы, кем-то, от которого, ну, то есть ваш мужчина может быть сам вот этим медведем, да. И вот поэтому я, в принципе, то, что сказала, оно мне показывается именно так. То есть у него сейчас мысли о сложных отношениях в семье, о финансовых вопросах, о том, что нужно ему принять какое-то решение. Это может быть связано с его детьми или с каким-то родственником. Так, ну смотрите, очень такая сложная карта, которая показывает, что, может быть, даже мужчина ваш хочет прекратить с кем-то из родственников отношения или отдалиться даже, да, просто либо прекратить, либо отдалиться. Две карты ребенка выходит. Здесь может прийти какая-то ему информация вашему мужчине о том, что что-то ему не понравится. Вот что я хочу сказать о каких-то препятствиях. Может также то, что вот ваш мужчина услышал информацию о том, что вот его родственник хочет новой семьи, да, вот так даже может это проиграться. И как воспримут дети. У всех это по-разному идет. Здесь у него, у мужчины как бы разбивается сердце от какой-то информации, которую он получает из общества своего, да. Вот он тут вот прям одиноко себя как-то чувствует. Вот он, видите, такой вот стоит несчастный, и вокруг него все какие-то негативные энергетики. И любовь-то у него закрыта. Да, то есть он потерял что-то, любовь какую-то. Ну, я говорю именно в плане родственном, да, с каким-то мужчиной у него, ну, или с детьми теряются отношения, и ему от этого некомфортно, однозначно. Он хочет найти возможность наладить как-то отношения, но здесь я не вижу, что это возможно. Он хочет написать письмо, решить какие-то вопросы, связанные со своим родственником, но здесь что-то не так. И вот смотрите, он думает о какой-то новой семье, да? Он думает, ваш мужчина, о новой семье. Он хочет перемен в его жизни. Это он рассказывал о том, что было в прошлом, о том, что он терял и страсть, и любовь терял, а теперь он хочет идти к переменам, он хочет написать письмо, у него проблемы с родственниками, и то, что если какое-то отдаление у него было с вами, он хочет его убрать. Вот. Если была семья, то, скорее всего, она у него разрушилась. А вот видите, вы даже отвернулись друг от друга, но вы не так далеко находитесь, да, друг от друга. Я не зря про медведя рассказывала, потому что здесь карты мне показывают, что в прошлом он у вас был. Этот человек был у вас в прошлом, по большому счету. И сейчас вы с ним, может быть, не общаетесь, может быть, находитесь в какой-то ссоре, да? Вот видите, есть какая-то женщина рядом с ним, другая. Есть другая женщина рядом с вашим мужчиной, смотрите. Эта женщина, может быть, иметь долгие отношения с ним, но вообще он идет к закрытию этих длительных отношений или страсти с этой женщиной.
Вы не смотрите туда, куда смотрит он, да? Вы смотрите на карту очень хорошую, на карту перемен к лучшему. Этот мужчина, он, конечно, возможно, таит в себе то, что хотел бы вам написать, да, он хотел бы перемен каких-то, но вы пока не идете в одну сторону, у вас нет одного направления, вы пока не видите, куда и как вам поступить. Пока между вами есть какая-то женщина, видимо, с которой, может быть, есть уже дети, да, но он идет к закрытию отношений вот с этой женщиной, я тут так вижу. Перемены в отношениях у него с этой женщиной идут. Вот я вижу, что идут какие-то перемены в отношении с этой женщиной. Может быть, если он на расстоянии с ней находился, сейчас к ней едет. Но он едет для того, чтобы решить какие-то вопросы. Вас в целом окружает неплохая энергетика. Она говорит, что вы до сих пор вспоминаете об этой любви, о том, что вы потеряли близкого человека, да, вот видите, на него выходит. Но я уже в виде медведя об этом говорила. Здесь между вами встряли родственники, вот по большому счету так. Но вы хотите перемен к лучшему. Здесь я вижу, что он заканчивать будет отношения со своими родственниками, прояснять ситуацию и информацию с какой-то женщиной, с которой, видимо, близко находится. У него идут перемены, связанные с каким-то мужчиной в его жизни. Это может быть его ребенок или просто по работе, да, какой-то мужчина, ну или родственник. Обновлению ваших отношений, но препятствия, которые касаются перемен к лучшему, пока сохраняются. Вот в чем момент. Он хотел бы пока, возможно, наладить отношения на ночном уровне или наладить вашу страсть. Ну, пока. Он находится на развилке того, что написать, не написать, да, вот как бы. Но пока даже вот через интернет он может вам где-то кинуть какую-то весточку. Он хочет идти к новому обществу и хочет, чтобы семья, которая у него была в будущем, да, как я уже говорила, что он думает о новой семье, чтобы она была построена на любви. На любви. В любом случае, этот человек в ближайшее время будет пытаться убрать отдаление между вами, и будет искать возможность для того, чтобы хоть какую-то весточку о себе дать. Ну, давайте я спрошу у карт, раз уж такой мужчина, такая пара к нам пришла, стоит ли ждать этого человека вообще? Или начинать что-то с ним, да? Сейчас еще одну карту придется взять. Здесь карты показывают «да». Здесь карты показывают, что нужно поговорить с этим человеком, наладить, возможно, взаимоотношения, не обвинять никого, потому что здесь карта ссоры, конфликта есть, и, может быть, вы даже поссоритесь, если будете что-то выяснять. Вам нужно энергию вот эту вот обвинительную убрать из разговоров. Нужно просто сесть и поговорить по душам. Тогда, возможно, у вас с этим мужчиной еще будет что-то. Хотя карты показывают, что ждать нужно этого человека. Вот, когда у человека есть нерешенные проблемы, когда вокруг него не такая уж благоприятная энергетика, я говорю в данном случае о вашем человеке, мужчине, то и чувство ярко не проявляется. Поэтому, я думаю, что вы где-то услышали для себя направления, в которых он будет идти. И давайте посмотрим на этой колоде. Так, что это колода? Кто-то печалится, Может быть, вы думаете, что вы одиноки, но вы совсем не одиноки. Может быть, мужчина думает, что он одинок, но он совсем не одинок, потому что сзади сидит ангел, да,
который всегда поддержит. Он просто, этот ангел говорит, ты не один, ты не один. А вы или ваш мужчина его просто не видите. Итак, его мысли и чувства к вам сегодня. Давайте мы посмотрим с вами. Главного сигнификатора возьмем. Мужчину и женщину. Что карты нам рассказывают? Вот он, да, вот он печалится, находится сейчас в каких-то ограничениях, у него, может быть, какие-то печальные новости пришли, либо по работе, да, либо вот, если он работает в каких-то таких учреждениях серьезных. Какие-то печальные новости ему пришли. Так, ну и вы здесь тоже, у вас какие-то мысли не очень хорошие вас посещают, да? И то же самое, вот как карты показывают, что в преддиагностике вы сидите и не видите, что вы не одни в этом мире, что рядом с вами ваши ангелы, которые вас охраняют, или есть люди, которые вас любят, да? И здесь вот вы стоите на скале, на краю этой скалы, а внизу вот какое-то животное, да, это тюлень или котик там морской, он смотрит на вас, он вам что-то хочет, возможно, сказать, а вы никого не слышите, вы в своей депрессии. Может быть, у вас не получается стать тем, кем хотите вы. Может быть, у вас недостаточно сейчас возможностей для какого-то комфорта, финансовый или прочее, не знаете, что делать. Вот такие печальные мысли – это только мысли, которые вас посещают. Это только ваши мысли. Мысли имеют такой момент, что они могут быть разными, и все зависит от того, куда вы сами будете направлять эти мысли. Мысли могут также эту негативную энергетику вам, ну как бы, вы сами можете в эту негативную энергию своими мыслями загнаться, так скажем. Может, я немножко не так сказала, но я думаю, вы меня поняли. Вот. Поэтому старайтесь мыслить позитивно, чтобы позитивная энергетика входила в вашу жизнь, а не негативная. Негатива во внешнем мире очень много, который того и гляди хочет к вам в ваше пространство пробиться. А вам нужно быть тем человеком, который просто хотя бы себя держит в хорошем состоянии для того, чтобы можно было от чего-то другого внешнего отбиться. Ну, я думаю, вы поняли, что я сказала. Так, ну что ж, давайте посмотрим его мысли и чувства к вам сегодня. Итак, что он нам расскажет? Что он нам хочет рассказать? Так, ну что-то здесь про детей хочет рассказать или о чем-то новом. Вот второй расклад тоже что-то с детьми связано. О работе новой какой-то или о работе детей. Ну, здесь может о работе какой-то даже. Может быть, такой вот не очень легкой, да?
сейчас. Может быть, происходят какие-то у него судебные процессы, от которых он себя... Может быть, он в суде работает, может, он работает где-то связано с такими государственными учреждениями. Эта работа его просто, ну, как бы, для него она непроста. Да, могут быть там деньги, конечно, или он, может быть, с кем-то судится и получит деньги обязательно. Да, неожиданные деньги здесь идут. Неожиданный выигрыш. Угу. Вот. Дальше посмотрим. Опять это карта ограничения какого-то. Ограничение. Ограничение может быть связано с какими-то обстоятельствами нелегкими, да? Нелегкими. Видите, какая карта тоже. Долгое время были ограничения, связанные, может быть, с детьми, или с судами, или с какими-то вот такими моментами в его жизни. Но теперь это заканчивается, видите, Great Happiness, большое счастье, идет на карту креста и в этом направлении. Здесь вообще какой-то выигрыш идет. Здесь карты говорят о чем-то новом, которое войдет в жизнь вашу или вашего мужчины. Здесь вообще хорошие карты подарка. Здорово. Любви. Ну, ни вы пока, ни он не вышли, но здесь карты просто хотят общую, видимо, атмосферу показать, какая будет. Да, кто-то из вас еще осуждает здесь любовь. Здесь тоже есть осуждения определенные, которые в предыдущем раскладе. Какие-то проблемы в любви есть. Они могут быть связаны с тем, что вот мужчина был долгое время в каких-то ограничениях, проблемах. Ну, вообще, здесь вышла карта хорошего джентльмена. То есть, возможно, ваш мужчина переоценит свою жизнь, изменит свое мировоззрение. И вот у него очень тяжелые мысли посещают по поводу того, что ваша любовь где-то разрушилась. Где-то у вас произошел разрыв в отношениях. Я посмотрю дальше, да, конечно же. Вот он выходит. Он думает о том, что он хороший человек. Может быть, он с вами поступил как-то не так, но он считает себя хорошим человеком. Он человек, по его мнению, достоин чести, да. Здесь есть хорошая женщина какая-то. Вот смотрите, так интересно выходит, да. Либо между вами есть какая-то еще женщина, есть какая-то пара, хорошая женщина с хорошим мужчиной. Либо карты показывают, что и вы хорошая женщина, и он хороший мужчина. И здесь вы, да, здесь он о вас думает, как о хорошей женщине, и очень переживает по поводу того, что у вас не получилось в ваших отношениях. Он думает о вас именно то, что вы достойная женщина. Он хотел бы перед вами преклонить колено. Он хотел бы вам написать письмо о том, что вы хороший человек. Он переживает по поводу вас. Ему без вас одиноко, да, вот вы ходите и вы на эту карту, и он. Одну карту я лишнюю взяла. Ну, ничего страшного. Между вами, возможно, нет общего дома, да, как мне карты показывают, но, тем не менее, что-то даже, может быть, у некоторых закрылось, да, то есть был, может быть, общий дом, а теперь нету, может быть, и не было, но это у всех по-разному, но в любом случае этот человек
думает о любви к вам. Он считает, что вы то счастье, к которому он хотел бы идти. Он будет к вам идти. Он будет что-то закрывать в своей жизни. Он хочет закрыть вот этот негатив и печальные мысли, одиночество, которые у него были в жизни. Карты говорят о том, что этот человек будет идти к обновлению ваших отношений. Вот. И он переживает по поводу вас. Он, может быть, где-то не может действовать. Да, вот у меня все в одном, а сейчас правильно, да. Он не может где-то действовать из-за ограничений. Из-за ограничений, которые, может быть, связаны с вами. Может быть, от того, что у вас есть какие-то проблемы в паре, связанные с финансами, но тем не менее вам обязательно и вашему мужчине повезет с финансами. Здесь вот такой намек мне карты показывают. Да, вы ожидаете письма, которого он, возможно, не пишет, но он хотел бы это написать, да, он хотел бы написать вам письмо. Но пока чего-то ждет, пока просто размышляет и ждет чего-то, перемен, видимо, в своей жизни. Он вспоминает о встречах, которые были между вами. Он где-то, может быть, подсматривает за вами. И здесь есть определенные моменты, где он себя корит, что поступил с вами где-то не так, как правильно было. Ну, это не важно, потому что видно, что человек хочет идти навстречу к вам. Что это карта? Ага, здесь речь о воровстве. Кто-то у вас, может быть, похитил этого мужчину, да? Какая-то черная кошка между вами. Даже здесь черная кошка, она защитница больше, да? Потому что она видит и набрасывается на вора, который здесь есть. Ну, здесь либо кто-то похитил, либо он сам проявил очень нехорошее по отношению к вам действия, но черная кошка вас защищает, она здесь как защитница действует. Она где-то вас даже уберегла от каких-то, может быть, людей с его стороны или от него самого, а сейчас он считает, что повел с вами как-то не так. Да, мысли у него, конечно, такие, что он хотел бы изменить все и по достоинству, да, ну, как бы, как это называется, ну, преклонить перед вами колено и извиниться. Так, давайте посмотрим, стоит ли ждать этого человека, потому что здесь он появится. Ой, какие карты выходят. Смотрите, да, карты говорят о надежде, вот это надежда, то есть большая вода смоет весь негатив из вашей жизни. Здесь даже Marriage карта вышла, то есть у вас есть возможность наладить семейные отношения с этим человеком или выйти замуж, стать вот такой богатой женщиной. Богатой или женщиной, которой комфортно в этих отношениях. Карты говорят, что вы можете надеяться на комфорт, на комфортные отношения с вашим вот этим мужчиной. То есть он сделает все для того, чтобы у вас с ним все наладилось. Вот такой расклад. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще. И всего вам доброго, до новых встреч. До свидания.